Привет всем, Арми! Хотя это видео изначально планировалось выложить 2 дня назад, я хотела немного подождать и обсудить различные новости от Текука за последние 3 дня. Эти новости не только показывают, как сильно они заботятся друг о друге, но и то, как они всегда готовы постепенно раскрывать то, что на самом деле происходит между ними. Как я уже упоминала в предыдущем видео, я также хочу прояснить некоторые моменты, которые ранее были неточными в переводе. Прошло 2 дня с момента появления Текука на шоу «Шоумен». В частности, 3 апреля Тэхён опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию с Чингуком, Джином и Чимином. На фотографии он находится сверху на Чингуке и Джине, в то время как Чимин, кажется, наслаждается ситуацией, несмотря на то, что Тэхён его обнимает. Сам Чингук, похоже, действительно наслаждается моментом, широко улыбаясь, пока Тэхён протягивает руки над ними. Однако в том же посте, конечно же, есть одна особенная фотография Текука, только они вдвоем. Мы также видим групповое фото, что очень приятно. Но Тэхён всегда делает небольшое исключение, когда дело касается Чингука, и, видя, как Чингук всегда выглядит таким счастливым рядом с ним, кажется, что они больше не могут это скрывать. Теперь, причина, по которой я упомянула небольшую ошибку перевода в предыдущем видео, посвященном выступлению Текуков в шоумене, заключается в моменте, когда спросили, легко ли Тэхён пугается. Тэхён ответил утвердительно, в то время как Чингук стоял рядом с ним и мягко смотрел на него, пока он объяснял. На вопрос о том, что его пугает, Тэхён ответил: призраки, фильмы ужасов и пауки. Затем, на вопрос, видел ли он когда-нибудь призрака, Тэхён без колебаний ответил «да». Он объяснил, что, будучи стажером, он часто спал с Чингуком и что они оба видели фигуру в углу комнаты. Чингук сразу вспомнил этот момент и согласился. Затем они оба даже имитировали искаженную форму тела фигуры. Когда Тэхён сказал, что ему так страшно, что он тут же разбудил Чингука, его рука ненадолго задержалась на плече Чингука, а Чингук смотрел на него, словно вспоминая это прикосновение. Что бы ни означало выражение лица Чингука в тот момент, это был прекрасный момент. Далее, когда Тэхён загрузил свой 3-й тикток Sugar Squad, хотя он и не поделился им на других платформах, Чингук, по-видимому, нашел способ перепостить видео в Instagram через другой аккаунт, который перепостил видео Тэхёна. Он не упустил ни малейшей возможности поделиться им. На фотографиях со съемок музыкального видео 2.0 мы также видим несколько групповых снимков, где Тэхён и Чингук всегда вместе. Когда они смотрят на экран вместе с Намджуном и Чимином, становится ясно, что их практически невозможно разлучить. Чингук непринужденно обнимает Тэхёна, словно это самое естественное в мире. На одном из фото Тэхён обнимает Джина сзади, но не получает такой же реакции. Тем временем Чингук засовывает руку в карман пальто Тэхёна, и Тэхён тоже обнимает его сзади, полностью игнорируя границы личного пространства. Этот простой, но смелый жест еще больше взволновал многих фанатов, потому что их близость стала еще более очевидной. 5 апреля, когда BTS выпустили закулисное видео, мы получили еще одну порцию моментов с Текуком. Один из них, когда Тэхён дал указание всем размяться по-своему. Хобби просто согласился, но Чингук тут же прекратил то, что делал, и последовал указаниям Тэхёна, хотя они не были адресованы конкретно ему. То, как Тэхён смотрел на Чингука во время этого, было завораживающим. Казалось, Чингуку не нужны были слова, чтобы понять его слова. Взгляд Тэхёна был настолько сосредоточенным, он даже несколько раз облизнул губы, глядя на Чингука, словно все его внимание было сосредоточено на нем. Был также момент, когда Чингук репетировал хореографию рядом с ним, и Тэхён сначала посмотрел на Хобби, а затем медленно перевел взгляд на Чингука с выражением, которое трудно описать. Он коснулся уголка губ и продолжал смотреть на Чингука с полной сосредоточенностью. Казалось, мир вокруг него исчез. Когда Хобби начал что-то объяснять Чингуку, Тэхён попытался отвести взгляд, словно пытаясь подавить свою реакцию, но было ясно, что ему трудно полностью отвлечься. В лифте их близость снова стала очевидной. Чингук непринужденно обнял Тэхёна, и когда Тэхён подошел, он тут же уставился на него, словно его присутствие невозможно было игнорировать. Когда другие участники шутили над бородой Тэхёна, Чингук не переставал смотреть на него. Даже когда Юнги прикрыл часть лица Тэхёна рукой, Чингук оставался сосредоточенным на нем, а затем попытался сделать то же самое с улыбкой.
Интересно, что на заднем плане был слышен голос Чингука, говорящего, что эта прическа идеально подходит Тэхёну, показывая, что он не хотел упускать возможности сделать комплимент Тэхёну, независимо от ситуации. И, наконец, когда съемки закончились, Тэхён восторженно отпраздновал это событие. Когда он слегка неправильно произнес строчку из песни, Чингук улыбнулся и мягко повторил ее, найдя это очаровательным. То, как Чингук посмотрел на Тэхёна в этот короткий момент, и то, как Тэхён смутился, стали деталями, которые трудно было игнорировать. Потому что, в конце концов, глаза никогда не лгут. А чувства можно увидеть даже без слов. Тэкук явно наслаждается той близостью, которую они разделяют, и это то, что им будет все труднее скрывать с этого момента. И если мы посмотрим на все эти моменты в целом, то почувствуем, что мы являемся свидетелями истории, которая продолжает разворачиваться медленно, но верно, без необходимости в слишком большом количестве слов для ее объяснения. Потому что в конце концов, дело не только в том, что они говорят, а в том, как они относятся друг к другу, как эти маленькие знаки внимания всегда кажутся незапрошенными, как их взгляды всегда находят друг друга в толпе. Каждое, казалось бы, простое взаимодействие имеет более глубокий смысл. От того, как Чингук всегда отвечает Тэхёну, то, как Тэхён, кажется, так хорошо чувствует присутствие Чингука рядом с собой, все это кажется таким естественным, словно это уже часть их повседневной жизни. И, возможно, именно это делает все это таким особенным. Не искусственность, не принуждение, а естественное течение, без каких-либо усилий, чтобы это было видно. Даже в тех маленьких моментах, которые некоторые могут пропустить, кроется искренность. То, как Чингук улыбается, заметив малейшую ошибку Тэхёна. То, как Тэхён постоянно возвращается к взгляду Чингука, несмотря на его попытки отвести взгляд, это детали, которые просто невозможно скрыть. И чем больше проходит времени, тем сложнее им скрывать свою близость. Потому что то, что они демонстрируют, это не просто привычка, это что-то глубоко укоренившееся. Мы также не можем игнорировать то, как они всегда находят способ оставаться на связи, будь то через небольшие жесты, короткие взаимодействия или даже просто взгляд, длящийся несколько секунд. Потому что в их мире такие мелочи имеют огромное значение. Некоторым это может показаться совпадением или просто чрезмерной интерпретацией. Но когда одна и та же закономерность повторяется, когда одна и та же динамика наблюдается в разных ситуациях, трудно сказать, что это просто совпадение. И в этом вся прелесть, как что-то невысказанное кажется более реальным, как молчание может говорить громче слов, как один взгляд может передать больше, чем 1000 предложений. В конце концов, мы, как зрители, можем лишь наблюдать, чувствовать и ценить каждый момент, который они разделяют, не нуждаясь в навязывании выводов или навешивании ярлыков. Потому что, чтобы это ни было, ясно одно, между ними было чувство комфорта. Была близость, и между ними было что-то подлинное, что-то, что даже не нужно было объяснять, чтобы почувствовать. И, возможно, именно поэтому такие моменты всегда кажутся такими сильными, потому что они не пытались никого убедить, они просто были самими собой и позволяли всему происходить так, как есть. Со временем мы, вероятно, увидим больше подобных моментов, больше маленьких, значимых взаимодействий, еще одно доказательство того, что то, что у них было, нельзя было легко игнорировать. А до тех пор одно можно сказать наверняка: каждый взгляд, каждая улыбка и каждая мелочь, которой они делятся, всегда будут частью истории, которая живет, истории, которую не нужно навязывать, потому что она уже говорит сама за себя. История о близости, о заботе и о двух людях, которые каждый по-своему продолжают доказывать, что их отношения гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of